Так, друзья, всем привет. Надеюсь, меня видно и слышно. Это наш очередной вебинар «Вопрос-ответ» для учеников, где... Так, кстати, напишите, если меня видно, слышно, то что-то у меня тут подтормаживает. Так, раз. Так, надеюсь, видно, пока никто не пишет. Или задержка идет. Вот три. Вот тут вот у нас. О, все, пишем, все, супер. Отлично. Поехали. Вебинар «Вопрос-ответ». Напоминаю регламент, кто у нас сегодня первый раз. В первую очередь я читаю вопросы из вот такой вот формы. Во вторую очередь отвечаю вот тут вот на вопросы в чате. Так, 271 строка. Поехали. М, Предугадывая вопросы, которые были раньше, на вопрос я отвечаю на том языке, на котором написан вопрос. Павло, відсутні конверсії, послуги, офіси в ТРЦ на оболоні. Бюджет достатній. Була запущена 2 рекламні кампанії. Стратегія ціна за клік вручну. Перша кампанія Київ плюс 20 кілометрів. Вузький ключ. Оренда офісу оболонь. А, так. Друга компанія Оболонський район. Ширший ключ. Фразова відповідність. Оренда офісів. Оренда офісів Київ. Техконверсій налаштований на сторінку «Дякую». Він працює. Кліки є, конверсій за місяць жодної. Паралельно запущена рекламна ФБ. Вона приносить конверсії. Що не так, я міг налаштувати, не розумію. CTR 10%, відсоток показу на верхній позиції 90, оголошення повністю, сторінка з речами встати на сторінці, може це із-за того, що не пройшов верифікацію, наскільки... Так, дивіться, верифікація тут ні до чого. Давайте по крокам. Крок перший. В 5-му модулі курсу є урок, який називається «Немає конверсії». Подивіться цей урок. Крок другий. Подивіться, по яким пошуковим запитам, не ключовим словам, а по яким пошуковим запитам показується ваша реклама. Зайдіть в Гуглі в пошукові запити і подивіться, по яким пошуковим саме запитам. Це важливо. Не ключові слова, пошукові запити. Третє. Подивіться, чи відповідає намір, який людина демонструє в запиті вашому оголошенню. Тому що от для ваших налаштувань у вас CTR, як на мій погляд, занизький. Я би сказав, оренда офісу оболонь. Якщо оголошення відповідає запиту, то там відсотків 15 повинно бути. І третє, чи сторінка відповідає оголошенню. Ви кажете, да, тут у вас по ходу все ок, ви кажете, у вас цей ФБ приносить конверсію. ФБ приносить конверсію. Окей. Перевірте пошукові запити і подивіться урок, який так і називається конверсії. Який так і називається. В 5-му модулі немає конверсії. Так, поехали дальше. Владимир, Игорь, добрый день. В новом курсе по ГА-4 будут освещаться вопросы по мерчант-центру и правила работы с ним? Или только Google Аналитика? Только Google Аналитика. Курс называется новый Google Analytics 4. Если курс называется Google Analytics 4, то логично предположить, что он посвящен Google Analytics. Не Google Merchant, не Google Trends, не Google что-то еще, а Google Analytics, да. Дальше. Раушан. Наш рекламный аккаунт заблокировали. Я создала новый рекламный аккаунт, слила $500. Вообще не было клиентов. Реклама не бьет в цель. У нас только поисковая реклама. Компания предоставляет юридические услуги
и юрлицам. Дневной бюджет был в 2 раза выше, чем в старом аккаунте. Каждый день выполняю ваши рекомендации. Не знаю, что не так. CTR выше. Рекламные аккаунты компании по услугам. Внутри еще несколько вариантов объявлений на групп. Внутри еще несколько вариантов объявлений на группы объявлений. Реклама видится чаще, чем в старом аккаунте. Охватывает большее количество людей. Бесплатное МФО, кредиты, добавила в минус слова. Каждый день чище ненужные запросы. На что обратить внимание? С нового аккаунта реклама была запущена со второй половины декабря по 7 января. Смотрите, логика какая? Опять же, есть урок, нет конверсии, вот тоже, что я рекомендовал выше. Павлу посмотрите тоже этот урок. Дальше. М, Смотрите. Смотрите свои поисковые запросы. Вы там пишете "поубирали", "бесплатное МФО", но ваша задача не просто посмотреть на слова, а понять, какое намерение стоит за этими словами. То есть, что человек ожидает увидеть, когда он это гуглит. Потому что одно дело, когда человек гуглит там, например, в вашей юридической сфере, оформление, там, что у вас там, юридические услуги, окей, а, оспаривание договора займа с просроченной задолженностью. Например, вот такое. То есть, когда человек такое гуглит, у него стопроцентное намерение решить, то есть у него уже проблема есть, проблема созревшая, да, вот у него уже есть намерение ее прямо решить. А другое дело запрос вида юридические услуги для бизнеса. Это человек просто думает, ну, типа, скорее всего, это тот же юрист, который думает начать свою практику, отдельную, свой бизнес юридический построить и ищет, что конкуренты предлагают. Поняли идею? То есть, что стоит за запросом? Кажется, ну, потому что на первый взгляд, ну, типа, юридические услуги для бизнеса. Ну, прикольный запрос, да? Но задайте, вот я себе сейчас задаю как пользователю. Когда мне нужен реально был юрист-адвокат, гуглил ли я когда-то юридические услуги для физлиц? Нет. Нет. Если мне нужен адвокат на сделку, я писал, там: "Адвокат, такая-то сделка". Если мне нужен был юрист для конкретно вот этого действия, я писал: "Юрист, совершающий такие действия". То есть поняли? Это первое. Посмотрите на запросы. Второе, посмотрите, насколько объявление именно вот этим намерением совпадает с намерениями. То есть, что вы человеку в объявлении можете передать ценность, то есть идея какая? Объявление продает клик. Задача объявления, чтобы человек кликнул с правильным намерением, а посадочная страничка уже продает вашу услугу. Поэтому убедитесь, что ваше объявление четко отражает, что тут ты решишь свою проблему. Не просто тут мы решаем проблемы всех, а конкретно твою проблему мы решим. И третье – это посмотреть на свою посадочную страничку. Мне кажется, вот по внутренним ощущениям, что у вас что-то не так с посадочной, хотя я не видел посадочную, но по опыту общения с юркомпаниями, у них посадочные обычно типа: "Мы крутые, мы помогаем всем, и как бы и мы вообще профессионалы широчайшего класса". Я всегда, в ответ говорю: "А вы бы захотели обратиться к врачу, который говорит, вот вы приходите к врачу и говорите: "Здравствуйте, а вы там хороший офтальмолог?" Он говорит: "Я вообще, я офтальмолог, и проктолог, и гинеколог, и пульмонолог, и нефролог. Я вообще все, я высочайшего класса, и я вообще, короче, всем все помогаю. И давайте быстрее сюда, сейчас будем вас обследовать". Ну, вы, наверное, так сразу бы попятились. Точно так же и тут. Юридические услуги, особенно если это, какое-то чувствительные сферы, там криминальное право и так далее, они перед ними идет очень тщательный выбор исполнителя. Это наравне с доктором. То есть, ну, фактически, кто тебя будет защищать в криминальном, процессе, это все равно, что кто тебя будет оперировать. Это, ну, это серьезный вопрос. Поэтому, если человек заходит на страничку с намерением решить свою проблему в сфере, например, я просто для примера, криминального права, то эта страничка должна отражать
ваш опыт именно в решении проблем криминального права. Не то, что вы а, сотрудничаете с самыми крупными компаниями и вообще и герои, и вы крутые. Поняли идею? Именно конкретно вашу. Потому что, опять же, юристы, как врачи, это люди, которые от профессионализма которых многое зависит. Да? От врачей зависит здоровье, от юристов может зависеть свобода, может зависеть и финансовая устойчивость, состояние, жизнь, дальнейшая жизнь компании, если это корпоративное право. И, соответственно, человек, когда он обращается к юристу, он хочет прямо понять, что они профессионалы в его проблеме, да. Вот. Представьте, я ищу, кто мне медицинскую какую-то там, не знаю, с позвоночником поможет. Захожу на сайт, а вижу там, а мы, короче, 200 ушей прооперировали и 300 ступней. Ну, кстати, между прочим, позвоночник тоже. Ну, прикольно. Ну, наверное, пойду дальше. Так, окей. Володимир. З чого почати рекламу? Це все питання чи що? З чого почати рекламу? З чого почати рекламу? Курс, відкриваєте перший урок, дивитесь, виконуєте домашнє, дивитесь другий, виконуєте, дивитесь третій, і все. Карина. А, Игорь, здравствуйте. Вопрос следующий. Когда Google окончательно откажется от файлов cookies, как тогда анализировать приходящих на твой аккаунт людей или ботов? И вообще, будет ли иметь смысл Google Аналитика относительно поисковой рекламы? Рекламы по запросу в Google. И что делать? На самом деле Google уже готовит замену cookies. То есть, давайте, кто не понимает, о чем речь, как всю историю интернета до нынешнего времени работала любая система аналитики, вообще все системы отслеживания в мире, как работали. Когда человек заходил к вам на сайт, ваш сайт размещал у человека на компьютере особый файл, в незаметном месте, будем так говорить, в папочке браузера. Этот файл называют cookies. И когда вы в дальнейшем заходили снова на этот сайт, он проверял, есть ли его cookies. То есть он как бы помечал вас меточкой. Cookies — это метка. И благодаря этому система аналитики оставляет свои cookies, сайт оставляет свои cookies. И благодаря этому все люди были помечены, какие они сайты посещали, что они там делали. Но сейчас идет такое большое движение за приватность данных, чтобы люди были уверены, что за ними там никто не следит и так далее. И браузеры потихоньку отказываются, говорят, мы не будем сохранять, мы не будем разрешать метить людей, сохранять cookies. Это означает лишь то, что старым способом они не будут. Почему? Давайте так. Теоретически, почему cookies это плохо? Потому что фактически помечено ваше персональное устройство. Телефон, компьютер, персональное устройство. И снова же таки, теоретически, злоумышленник, используя технологию cookies, может однозначно идентифицировать, что вот этот, ну, грубо говоря, вот этот человек написал анонимный плохой комментарий где-то под новостью, и вот я его выявил по файлу cookies, вот он. Возможна ситуация, когда человека могут деидентифицировать. Этого не должно быть. Интернет должен быть безопасным местом. Люди должны иметь возможность анонимно волеизъявляться. Поэтому все браузеры потихоньку уходят к другой модели. Они от cookies. То есть пометка будет, но она будет другая. По ней нельзя будет однозначно идентифицировать. Вы будете видеть те же ключевые слова, вы будете видеть те же поисковые запросы, вы будете видеть все те же конверсии, все то же самое. Только сейчас вы, например, можете видеть, что вот на сейчас пока что вы можете видеть, что вот этот человек, например, зашел к вам на сайт по запросу а, криминальное право. Этот человек посетил эти 3 странички, и этот человек оставил у вас на сайте заявку. Вы смотрите, ага, за этот день у меня была одна заявка, это Иван Иванов, значит, Иван Иванов пришел ко мне по вот этому запросу, значит, у Ивана Иванова такой вот браузер в аналитике я вижу, он использует, у него такое расширение экрана, он живет вот там-то, и я полностью идентифицирую, кто это такой за счет того, что у меня в этот день была одна заявка, да, и я в аналитике вижу данные по человеку, который оставил заявку. В дальнейшем Google что будет делать? Он будет просто скрывать данные, где слишком, то есть, например, если у вас одна конверсия за период, там, за день, Google вам не покажет, он просто скажет, что она была совершена.
но не покажет по какому ключевому слову, не покажет по из какой географии. Для чего? Для того, чтобы вы не смогли четко идентифицировать этого человека. Вот. Что это означает для нас? Абсолютно ничего. Как раньше, я всегда в курсе говорил, не стоит полагаться на данные одной конверсии, одному клику, одному показу. Мы можем полагаться только на статистические данные. Так вот, статистические данные, когда Google нам дает отчет по 100 конверсиям, по-прежнему останутся теми же самыми. Мы по-прежнему будем видеть, что из 100 конверсий 96 пришли по вот этому ключевому слову, 20 там или 4 по вот этому. То есть убирается за счет вот этих изменений возможность персонально идентифицировать каждого клиента. Но анализ статистики, он остается точно такой же, просто инструменты, техническая реализация по-другому. Поэтому вообще не стоит переживать, то есть все будет абсолютно ок. Ам, Даже так, если, да, все равно не верится, что будет ок. Смотрите, если вы откроете годовой отчет корпорации Alphabet, это Google, откройте годовой отчет корпорации Alphabet, то вы увидите, что 98 не, в последнем году, в последний раз 100% их чистой прибыли пришло из Google рекламы. И, соответственно, вопрос, откажутся ли они от точности отслеживания, точности всех этих вещей в угоду приватности, я не думаю. Дмитрий, как добавить товары спортивного питания и БАДы в мерчант-центр? Вопрос не понял. Если вопрос, как ну, технически добавить товары в мерчант-центр, то у нас есть бонусный к магия Google 4 бонусный курс, который называется Merchant Center Google Shopping. Там есть как создать фит с товарами, как добавить. Если вопрос, как добавить именно эти конкретные товары, спортивные, то есть я подразумеваю, если вы их спрашиваете, то есть какие-то проблемы добавления товара спортивного питания и БАДы. Если это запрещено в географии, где вы размещаете рекламу, ну, то никак. Если это нарушает какие-то, то есть логика такая, технически товары добавляются одинаково. Если в какой-то географии, в какой-то стране есть запреты, ну, то есть, да, Google работает, по-моему, в 96 странах. Google выделяет, по-моему, 18 сфер бизнеса. Ну, давайте для круглости, 100 стран, 20 сфер бизнеса. То есть у Гугла есть где-то 2000 разных этих, 2000 разных правил в каждой стране, в каждой сфере. Ну, если ваша страна и ваша сфера подпадает под какое-то правило и что-то вам запрещает добавлять товары, ну, ничего тут не сделаешь. То есть запреты Гугла с мерчант-центром, они обходятся, но это все временно. Поэтому если это запрещено никак, если это разрешено обычным способом. Зіновій. Яку стратегію вибирати для Google Shopping найкраще для недорогих товарів? 200-300 гривень. Якщо вибираю цінність конверсії, тоді і процент, який мене влаштовує. Тоді не викликується бюджет, дуже мало замовлень. Якщо не вказує процент, тоді ціна за конверсію мене влаштовує. Що робити? Бізнес, насправді ваше питання, відповідь на ваше питання не в Google рекламі. Бізнес свій масштабувати. Дивіться. А, Давайте я такий приклад наведу. Коли Макдональдс, от, до речі, фільм про Макдональдс цікавий, коли він сказав, Рональд, цей до братів Макдональдсів, коли це Рей Крок, здається, прийшов, у них же ж були марджини, ці зазори, коротше, дуже-дуже маленькі на прибуток, там центи. І вони, типу, ну як масштабувати? Рекламу ми собі не можемо дозволити, тому що у нас там бургер коштує $1, нічого ми не можемо. Що вони зробили? І якщо в даний момент ми не можемо дозволити собі рекламу, нам треба щось змінити, щоб ми змогли собі дозволити. Те ж саме у вас. Тобто, коли ви обмежуєте Google вам каже, я тобі от тобі те, що зміг, там 10 замовлень, більше я не можу знайти. Коли ви не обмежуєте Google, він знаходить вам по ціні, яка вас не влаштовує. Тому е, ростити, збільшувати ціни, зменшувати затрати, тобто ростити маржу вашу.
Збільшувати середній чек через допродажі, крос-продажі, і так далі. Збільшувати асортимент, щоб "Гуглу" було з чого вибрати. Ну, тобто, тут логіка яка? Якщо ваш товар коштує 200 гривень, а середня вартість кліка у "Гуглі" там, наприклад, 5 гривень, ну, то хоч будь-яку стратегію вистав, не це не буде якби вирішальним елементом. Тобто, якщо у вас маленькі марджини, думайте, як там свою продукцію виробляти, але тут у вас буде замкнутий круг. Або процент, який влаштовує, але мало замовлень, або більше замовлень не влаштовує, або ростити бізнес. Тут не в стратегии справа. Олег. Игорь, добрый вечер. У меня один день, 27 декабря, кабинет Google Ads зафиксировал 287 конверсий с одного клика. Ага, за весь декабрь всего было 560 конверсий. Ага, половина конверсий ошибочные. Можно ли откорректировать конверсии в отчете Google? Потому что теперь вся статистика за месяц сильно искажена. Так, дайте мне один момент. Первый раз с таким сталкиваюсь, но я где-то помню. Так, сейчас. Слышал, что. Мгм. Напишите в техподдержку, во-первых. Напишите в техподдержку. Напишите в техподдержку. Где-то что-то такое было. То есть я персонально не сталкивался с таким, что вот так вот аналитика исказилась сильно. Но напишите в техподдержку, где-то я встречал, что можно удалить конверсии за какой-то промежуток, если они неправильные. Ну, так им и напишите, что ну, явно ошибка. Один клик, 287 конверсий. Стопроцентно, по-моему. Как это повлияет на работу автоматической стратегии назначения ставок? В исключение уже добавил ошибочные данные. Вот, вы уже добавили в исключение. Тогда никак, если уже добавили. Что нужно сделать, чтобы не допустить подобного в будущем? А ничего. Это или глюк Гугла, или это какой-то тупой бот зашел и наделал конверсии. Или у вас неправильно настроены конверсии. Возможно, у вас конверсия настроена так, что человек просто обновляет страничку, например, и конверсия отправляется. У человека браузер подвис, страничка 287 раз обновилась, у вас отправилось 287 конверсий. Проверить, не причина ли в том, что у вас просто конверсии так отправляются. Как проверить? Открываете страничку с конверсией, открываете консоль браузера и смотрите, выполняется ли код отправки конверсии каждый раз при перезагрузке. Если не знаете, как сделать, нанимайте фрилансера, программиста или веб-разработчика, который знает, как через консоль проверить работоспособность конверсии. Так, Григорий. Если одновременно запустить полностью идентичные перформанс-компании с товарным фидом, но с разными стратегиями назначения ставок, целевая цена за конверсию и максимум конверсий, как они будут между собой конкурировать и как будет определяться приоритет в показах? Разница между компаниями только в стратегиях. Рандом, полный рандом. Рандом – это случайность. Будет полностью, если вот при описанных вами условиях, полностью случайно конкурировать, показываться. Ну, то есть идея такая, что Google для показа объявлений, если объявление подходит под несколько критериев, использует показатель качества и рейтинг объявления. В поисковой рекламе мы можем видеть показатель качества и примерно прикидывать рейтинг. Performance Max – это черный ящик, мы не видим, что там происходит. Но он все равно у себя в голове считает эти рейтинги. Соответственно, если две компании абсолютно идентичны, то рейтинги у объявлений будут одинаковые. И там дальше просто генератором случайных чисел выберется одно какое-то случайно. Так, Инна. Очень давно была создана поисковая компания с несколькими группами. Со временем они обросли сотнями ключей, и уже сложно разобраться в них.
Поэтому была сделана новая кампания, но с учетом статистики ключей из прошлой кампании. 1. Группы более детализированы по ключам, и их не более 30 в группе. Объявления более релевантные, учтены все рекомендации из курса. В итоге результат хуже, чем был в той мусорной кампании. А потрачено столько времени. Вопрос, почему так, если все стало более релевантным? Вопрос, сколько ключей оптимально держать в одной группе? Ниша, косметика, шопинг работает хорошо. Смотрите, нужно ориентироваться не на ключевые слова, а на поисковые запросы, по которым к вам приходят люди. Это важное отличие. Ключевое слово может быть одно и то же в двух компаниях, но в старой компании Google уже там каким-то образом мозгами своими дошел, по каким поисковым запросам нужно показывать объявление, да? А в новой пока не дошел. Соответственно, смотрите на поисковые запросы, по которым показывается ваша реклама. А, И, соответственно, структурируйте новую рекламу, исходя из поисковых запросов, не из ключевых слов. Так, почему так, да? Сколько ключей оптимально держать в одной группе? Ну, 5-10. Не уверен, что больше имеет смысл, потому что, больше вы просто не сделаете релевантное объявление. Я бы предпочел, ну, наверняка, смотрите, везде обычно действует правило, принцип Парето 80/20. И обычно везде у вас есть 20% ключевых слов, которые приносят 80% заказов. Так вот, возьмите, зайдите в старую компанию, посмотрите поисковые запросы, отсортируйте их по количеству заказов. Возьмите, их мало будет, те поисковые запросы, которые вам принесли максимум заказов. Эти поисковые запросы возьмите в широкое или вообще в точное соответствие, добавьте в новую компанию, как ключевые слова, и начните с них, а потом уже увеличивайтесь. То есть вы, скорее всего, взяли то есть, как я, смотрите, примерно, как я предполагаю, произошло, вот вы написали, у вас там сотни ключей, сотни ключевых слов. И предположим, чтобы охватить всех людей, которые ищут эту сотню ключевых слов, нужно просто, к примеру, там $1000 в день. А у вас бюджет, например, $100 в день на эту рекламу. Соответственно, Google годами, та компания работала, и Google годами как-то там вычленял каких-то этих из 10%. То есть у Google есть возможность показать вашу рекламу, например, только 10% людей. И Google как-то их научился вычленять. Плохо, косо, но научился. Вы создаете новую рекламную кампанию, с тем же количеством ключей, с тем же бюджетом и, скорее всего, да, с тем же охватом аудитории там. Все цифры я для примера сейчас привожу. Тем же 10%. Но Google уже показывает рекламу не этим, он не знает, кому показать, а с нуля другим 10%, которые не покупают. То есть обратите внимание на процент полученных показов в поисковой сети по вашим ключам. Если он в размере 10%, 15%, вот вся проблема. Вам не нужно начинать с сотен ключей. Начните ну, на вашей сфере, может, один и мало, ну, с 10, с 20 самых лучших, самых топовых, которые э, приносили вам заказы в прошлом. Олена, як перейти на Google Analytics 4? Ну, курс новий. Зараз якраз готую, сьогодні знімав перший модуль. І як перейти на Google Analytics 4? Денис, якщо кількість запитів за ключовими словами 10-100 у менших містах, таких як Луцьк, Вінниця, Хмельницький, то чи можливо буде взагалі отримувати якісь результати з Google реклами? Ну, дивіться, от кейс такий цікавий останній на подумати. По ключовому слову а, купити Rolex в Монако, саме в Монако, щось, мені здається, 200-300 запитів на місяць. Це дозволяє магазину отримувати 40-50 продажів на місяць за пошуковою рекламою. Тобто, зрозуміли логіку? Ну, якщо ви даєте послугу, яка унікальна, корисна людям та в вашому місці вона затребувана, ну, я не бачу причин, чому ви не отримаєте результату. Отримаєте, звісно. Так, окей, тут вопросы закончились. Теперь читаем чат.
М, Добрый день, у меня услуги сварки. Как мне показываться в самой верхней позиции? Ну, тут, знаете, классический вопрос. Вам шашечки или ехать? Какая ваша цель? Быть на первом месте или иметь клиентов? Если вы ответите мне, моя цель, мне ничего другого не нужно, быть на первом месте на самой верхней позиции. Тогда выбирайте стратегию назначения ставок, сейчас точно скажу, процент показов на, просто это стратегия, которую используют очень редко. Очень, 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 очень редко. Тан-тан-тан. Impression share на английском называется. Процент показов, да, процент показов. Выбираете там, первая позиция и в 100%, и все. Тратите много денег, получаете, ну, если ваша цель показывается на верхней позиции, вот так ее достичь. Так, в кабинете Ads показываются не все поисковые запросы. В старой аналитике отображалось гораздо больше. В новой аналитике есть возможность посмотреть просмотр поисковых запросов. Смотрите, ситуация не изменилась с новой аналитикой, то есть по-прежнему Google, от нас прячет где-то половину запросов. То есть, увы, но мы продолжаем работать с той же проблемой. То есть если раньше мы могли все 100% запросов до единого вычленить, которые показывал Google, сейчас он половину может скрывать. В том числе по причинам вот приватности, но в целом как бы, вот именно по этой проблеме исправлений нету. Но, опять же, когда вы смотрите на агрегированную общую статистику, эта проблема нивелируется тем фактом, что у нас, в статистике среднее значение, они уже подогнаны с учетом, всех данных, которые Google от нас скрывает. То есть, когда мы смотрим на какую-то статистику за месяц, то ей уже можно доверять. А, так, доброго вечора. Платформа працює по всій Англії поки що. Окей. Мгм. Стратегия цена за клик вручную. Обучаема? Ну, вами обучаема. Стратегия цена за клик вручную — это то, что вы задаете каждому слову. Вы говорите, тут я хочу доллар платить за клик, тут $2 за клик, тут $3 за клик. Вот. А, как, как установите, так и будет работать. Есть один товар, но продается в разных странах. Болгария, Польша, Испания, Италия, Португалию. На каждую страну нужно создавать одну цель конверсии или под каждую страну отдельно лучше? Ну, если это один сайт, один товар, я не вижу смысла разных конверсий. Одну цель конверсию, покупка товара. Я считаю, это нормально. Если нет других нюансов. Так, подскажите, пожалуйста, влияет ли на оптимизацию технические ошибки SEO в сайте? В частности, корзина закрыта от индексации поисковиков. Но на самом деле это не ошибка, корзина должна быть закрыта от индексации поисковиков, не должны поисковики в корзину лазить, то есть это не ошибка, это ок. Смотря какие, если там какие-то у вас критические ошибки, например, у вас там, не знаю, теги заголовков отсутствуют, title, description, ну, то, конечно, влияет. А если а закрыта корзина от индексации, ну, так ничего страшного, она должна быть закрыта. Так. В кабинете Ads отображается статистика по количеству показов заголовков в объявлении с статистикой CTR для понимания, какие... Так, в кабинете Ads. Это вопрос. Отображается статистика по количеству показов заголовков в объявлении с статистикой CTR. Вы можете видеть CTR всего объявления. По отдельным заголовкам, если вы откроете посмотреть объекты объявления, вы увидите их эффективность по градации низкая, средняя, высокая, но без конкретных цифр. Дальше. Dissolve — команда на закрытие корзины. У меня есть подозрение, что реклама не оптимизирована из-за этого факта. Ну, вот Dissolve, это команда краулеру Google поиска. При этом Google рекламе абсолютно все равно на эту команду. Так, Игорь, какую стратегию в 2024 порекомендуете для ниши аварийные? Так, стоп.
аварийные службы, сантехник. Если нужна только конверсия, звонок. Желательно даже звонок с объявления без перехода на сайт. Напрашивается ответ сам собой. Объявление с номером телефона. Но опять же, в разных странах на них реагируют по-разному. То есть, например, для вот таких служб в США, в Британии великолепно люди реагируют на сразу позвонить, на звонок. Вообще великолепно. В Украине, в Казахстане не очень люди реагируют на объявление сразу позвонить, звонок. Поэтому тестировать от страны зависит, от срочности, от ургентности вашей. Ну, одно дело, человек себе ищет сантехника на реновацию, то есть он ищет просто человека, который придет и ему там заново проведет все в ванной, все трубы. Ну, это такой, да, спокойный, не спеша выбор. Сидишь себе за ноутбуком, пьешь чай, ищешь тебе по сайтам сантехника. А другое дело, когда у тебя кипяток хлещет из трубы, и заливает твой дом. Тогда ты, естественно, нафиг тебе эти сайты. Сантехник срочно телефон набрал, едь сюда. Ну, вот так. Поэтому пробуйте объявление, только номер телефона. Александр, быть на первом месте. Окей. Маргарита. Яку стратегію Performance Max вибирати, якщо 0 конверсій в кабінеті? Максимум конверсії. Без вказання цільової ціни за конверсії. Без вказання цільової ціни за конверсію. Реклама запускалася, але не вирішена проблема. Перше налаштовуємо конверсії, потім запускаємо Performance Max. Не можна запускати Performance Max, якщо у вас не працює конверсія. Ну, це злив грошей буде. Performance Max, воно гарно вміє зливати гроші. Спочатку впевнили, що конверсії як годинник, от чик-чик, чітко працюють, потім запускаємо Performance Max. Вибираємо максимум конверсій без вказання ціни за конверсію. Так. У меня в компании Demand Gen приходит около 20-25 лидов в день. Хочется в 2-3 раза больше. Как можно масштабироваться? Запускайте рядом с Demand Gen Performance Max с такими же настройками. Какие-то эти всплывают. Само. Запускайте Performance Max. Запускайте YouTube Drive Conversions. А, Ну, вот прям рекомендую YouTube Drive Conversions. Еще, если вы объявление в Demand Gen, в Performance Max компаниях без видео запускали, то это еще, то есть если вы, создавая объявление, добавляли только картинки, там есть поле, куда можно видео добавить, то вот вам еще одна точка роста. То есть заполнить полностью объявление, видеообъявление, чтобы также показывалось. Так, подскажите, после отключения и удаления компании прошел месяц. После отключения и удаления компании прошел месяц, расхода нет, а в результатах поиска сайт все еще показывается с префиксом реклама. Это нормально или нет? Нет, это ненормально. Вообще ненормально. Или кто с другого аккаунта она показывается, ну, то есть не может. Если вы останавливаете компанию, реклама там через полчаса уже пропадает. Не то, что через месяц. Абсолютно ненормально. Так, посмотрите, когда, смотрите, загуглите, увидите свое объявление, нажмите 3 точки, информация о рекламодателе. И посмотрите, это тот ваш аккаунт. У людей бывает по 2 аккаунта, они о втором забыли, думают, откуда идет реклама, а оно из старого идет. Так, Ігор, вибачте, ви пропустили моє питання. Йосиф. Окей. Де? Платформа працює по всій Англії. В чаті? Йозеф пише: "Привіт всім. Платформа працює по всій Англії". Ви пропустили моє питання. Де воно? Я не бачу його. Ярослав, стратегия цена за клик вручную. Обучаемо имеется в виду, имеется в виду при данной стратегии Google показывать рекламу всем пользователям. Так, еще раз. Имеется в виду, при данной стратегии Google будет показывать рекламу всем пользователям подряда,
либо будет оптимизировать показ рекламы, исходя из всем, кто подходит под ваши критерии. То есть вручную это чисто вы говорите: "Google, показывай. Вот ключи, вот деньги, показывай". Google не включает искусственный интеллект там. Ну, то есть он может его включить, и там есть такая, под установкой целевой цены, под установкой стратегии назначения цены за клик вручную есть галочка, называется "Увеличение числа конверсий". Это такое, подключение мини искусственного интеллекта, чтобы все-таки как-то он анализировал, если конверсий много, если конверсий достаточно. Но в целом это стратегия, в которой не нужно прямо рассчитывать, что Google сам вам что-то будет искать. Так, окей. Так. Статистических данных, которые Google имеет, как ответил. Задавал выше вопрос про аварийного сантехника. Настроил объявление только номер телефона, Гео США. Но Google вообще очень-очень мало дал трафика. Запустил объявление адаптивное, трафик пошел. Трафик пошел, но конверсии не было на звонок. Трафик пошел, конверсии не было на звонок. Очень-очень мало трафика. Скорее всего, если нету никакой статистики, Google боится показывать ваше объявление, что он не принесет вам конверсий. Э, Попробуйте номер телефона, Гео США, бюджет побольше поставьте. На день буквально для теста. И стратегию назначения ставок какую-то переключите. Попробуйте максимум конверсий или максимум кликов. Скажем так, запустить с толкача. Скорее всего, он просто боится, что вашего бюджета, вашей ставки не хватит на показ объявлений. Скорее всего, да. М, да, скорее всего, боится. Попробуйте вот так с толкача. Побольше бюджет, максимум конверсии или максимум кликов и, руку на пульсе держите. Не закрывайте на неделю и забывайте, а там, чтобы вы вовремя успели остановить, когда оно потому что оно запустится очень резко, скорее всего. Так, продолжение к вопросу про Demand Gen. Советуете ли запустить рекламу в Shorts? А, я советую вам запустить Performance Max, видеореклама. Shorts это не формат рекламы. Shorts это формат плейсмента, в котором в том числе показывается реклама, запущенная через другие рекламные каналы. Поняли идею? То есть вы не можете отдельно там в Performance Max сказать: "Мне только Shorts" и ничего другого. Пробуйте все форматы. Так, трафик. В инфобизе поисковую рекламу запускать не вариант. Очень даже вариант. Прям, прям очень даже вариант. Поэтому вопрос: с какого типа компании начинать тест рекламы, чтобы быстрее всего получить качественный результат? Смотрите, первое, в инфобизе запускать поисковую рекламу очень и очень вариант. И оно круто, и у меня отлично работают поисковые компании, и у некоторых моих партнеров, в том числе из Америки, из Канады, на американский, канадский рынок великолепно работает поисковая реклама под инфобиз. Поэтому это первый вопрос. А второе, какую начинать? Я бы начинал с видеорекламы, формат Drive Conversions. Это, в принципе, и мой основной канал рекламы, и у многих инфобизеров это когда вы видео на YouTube. Если тебе не интересна Google реклама, пропускай это видео. Если интересно, смотри до конца, приглашаю на вебинар, призыв к действию, объясняйте, почему вам нужно доверять. То есть, ну, есть как бы универсальная схема в уроке про видеорекламу, есть универсальная схема, что задача первых 5 секунд зацепить человека, что-то сказать такое, чтобы человек обратил на вас внимание. Потом сделать призыв к действию, объяснить, почему вам нужно доверять, построить доверие, снова же пригласить и рассказать детали. Вот. Так, чомусь не відображається. Не знаю. Вот. В чате нет вашего вопроса, я тоже не вижу. Не видим мы ваши. Если нужно, просто напишите его опять. Возможно, вы в вопрос там ссылки вставляете или какие-то
Смотрите, у "Ютуба" щас, у "Ютуба" есть штука. Он фильтрует, если он там, ну, вы пишете какое-то длинное слово, и YouTube думает, что это там матюк в середине слова. Он все сообщение удаляет. Или там ссылка какая-то, YouTube думает, что она не качественная, он ее вычистит из комментов. Поэтому, возможно, у вас там какие-то слова, которые YouTube заставляет блокировать ваш комментарий. Так, поисковая реклама и шопинг лучше на одном аккаунте запускать или на разных? Однозначно на одном. Однозначно на одном. Продолжение про аварийного сантехника. Ставил бюджет уже 500. Городок небольшой, но Google все равно не дал трав. Я думаю, объявления только на звонок умерли уже. Не-не-не, не умерли. Буквально 2 месяца назад я аудировал компанию, которая по всему США срочные медицинские услуги по объявлению "Звонок". У них только на эту компанию, которая на "Звонок", $70 000 в месяц бюджет и великолепно работает. Поэтому, должны работать. Единственное, возможно, Google не верит, что по этим ключам люди будут звонить или что вы предлагаете. То есть тут может быть, опять же, быть вопрос смотрите, у Гугла, кроме того, как продать рекламу, есть задача оградить своих клиентов от мошенников. Ну, мы понимаем, что в интернете там дофига мошенников, половина всех мошенников. И одно дело, когда такую рекламу запускает аккаунт, у которого уже там репутация, уже десятки тысяч, сотни тысяч долларов откручено, а другое, когда то есть почему? Потому что фактически реклама на звонок, она такая, она sensitive. Человек сразу вступает в контакт без предварительного лендинга. И это моя гипотеза сейчас. Возможно, Google не хочет вас пускать, потому что нету еще какой-либо истории. Попробуйте сначала на обычной рекламе запускаться, получить звонки, получить конверсии, а потом уже на звонок. То есть, я могу предположить, что это может быть, знаете, своего рода защита. А, ведь, все мы знаем, есть телефонные мошенники, которые звонят, разводят, да? А теперь представьте, что этот же телефонный мошенник делает наоборот. Он размещает объявление по срочному запросу, оставляет свой номер и принимает телефон. То есть, возможно, сработала какая-то вот такая защита. Так. Дальше. А какая воронка при запуске поиска на инфобиз? Показываем прогревающие статьи по информационным запросам, а не сразу на лид-магнит, на веб, на то же самое или на Tripwire. М, Та же стратегія. Доброго дня. Як рекламувати нішу візи? Постійно банять. Ну, дивіться, наскільки я знаю, але я не експерт в юридичному питанні. Якщо компанія офіційно пропонує, ну, тобто є законодавство, да, от є законодавство країни, є законодавство Гугла. Наскільки я знаю, я працював з офіційними партнерами там британського уряду, які допомагають в оформленні віз, вони там зареєстровані, у них жодних проблем нема. Скоріше за все, проблеми виникають, якщо десь щось не зареєстровано, або якщо ви не маєте права по закону цю послугу надавати. То відповідь така: ну, якщо ви не маєте цього права, тобто, якщо Google, давайте так, якщо Google вас блокує за порушення чогось, наприклад, закону, і він правий, ви знаєте, що це порушення, не можна так робити. Ну, то ну, якби що, нічого. Якщо ви розумієте, що Google вас блокує, але він не правий, у вас є там сертифікати, якісь документи, які вас підтверджують, то з техпідтримкою треба воювати, прям воювати. І може бути це довго, і місяць, і два, але в результаті все одно зможете доказати. От. Ну тут питання саме таке: чи ви на основі якихось документів, чи просто, типу, ну, я допомагаю візам. Ну, ясно, буду бан, якщо це законно. Якщо, наприклад, в законі написано, щоб допомагати відкрити візи в Німеччині, ви повинні зареєстровані бути у там німецькому Бундестазі як адвайзер офіційний, от пройти сертифікацію, наприклад. Да? Просто наприклад.
А ви просто скажете: "А у мене, я так допомагаю". Банять будуть, новий аккаунт запускаєте, знову банять, новий аккаунт, знову банять, новий аккаунт, знову банять. Всі сфери, які поза законом, вони так працюють. Так, а, если пока нет возможности записать видео, можно стартовать с компании типа Demand Gen, Performance Max? Я бы не рекомендовал, вот честно. Прямо то есть давайте так отвечу. Начать можно. То есть если бы у меня не было опыта в инфобизе в своем, и вы еще в десятках партнеров, которые сейчас в США работают, я бы вам сказал: "Можно". Мне проще тогда сказать: "Да, можно, начинайте". С Demand Gen начинайте, с Performance Max начинайте. Но проблема в том, и это огромная проблема, а, когда вы запускаете рекламу через видеорекламу, у вас получаются дорогущие лиды, прям дорогущие там. Например, из "Фейсбука" у вас лиды там по $2, а с видеорекламы по $5. Вы такие сначала: "Ого, как дорого!" Но потом вы понимаете, почему так дорого. Потому что люди, которые приходят на вебы из видеорекламы, которые скачивают ваши, лид-магниты, Tripwire из видеорекламы, их потом конверсия в покупателей в десяток, в 10 раз выше. И они тратят больше с вашим бизнесом, и они более платежеспособны. И проблема, которая возникает с Performance Max и с Demand Gen, следующая. Вы запускаете рекламу, и у вас сотни регистраций на веб, скачиваний лид-магнита, покупок там Tripwire за $1. У вас их сотни. Вы такие, и дешевые все там по доллару. И вы говорите: "Боже, какая прекрасная реклама, как я люблю Demand Gen и Performance Max". Проходит неделю, там уже у вас 700 заявок, 700 посещений, а никто ничего не купил. Проходит месяц, а никто ничего не купил. Вот какая проблема. Поэтому, и самое важное, и вы не знаете, они не покупают, потому что оффер такой, потому что вы что-то не допилили или потому что низкое качество трафика. Поэтому я рекомендую начать с видеорекламы, чтобы исключить низкое в видеорекламе высокое качество трафика, высочайшее. Начать с видеорекламы, понять, как конвертируется, какая нормальная конверсия на веб, с веба в оплату, в средний чек, все это понять нормальное, какое ваше, а потом запустить Demand Gen Performance Max. Потом. И там уже сравнивать с нормальностью. Ага, тут лиды дешевые, они покупают. Потому что вы не поймете, где у вас проблема. Вы на следующий вебинар придете и скажете: "У меня нет лидов, я слил $500 на Performance Max". Лучше их слейте на видеорекламу. Подскажите, пожалуйста, Руслан, ниша охранные услуги Днепр. Какую цель рекомендуете? Цель, вы имеете в виду цель конверсии? Ну а что вам в бизнес надо? Вам нужно что, звонили, чтоб люди или формы заполняли? Вот ваша цель. Цель, чего вы ожидаете от рекламы? Чтобы люди записывались, к вам на охранные услуги, заполняли форму? Ну, тогда цель — форма. Чтобы люди к вам звонили и обсуждали, тогда цель, звонки. Чтобы люди, не знаю, регистрировались на вашей платформе, тогда регистрация. Если вам нужны и звонки, и формы регистрации, все 3 выбирайте. Цель, она диктуется, исходя из требований бизнеса, а не из сферы, ниши и города. То есть в одном и том же городе будет 2 компании, которые занимаются практически одним и тем же, но, там, например, 2 компании доставки еды. Но у одних компаний низкий чек и огромные обороты, и их задача, чтобы ты просто зарегистрировался на платформе, а дальше вот реальный пример из моей жизни. Я заказываю, комплекты еды в Манчестере, и есть разные компании. В одной компании у них реально очень крутой маркетинг, очень крутой маркетинг. И рецепты, там все, они тебя догоняют рекламой потом. И их основная цель — это чтобы ты зашел на платформу и оставил свой имейл. Все, им больше ничего не надо. Они знают, что имея твой имейл, они тебя дожмут. Ремаркетингом, статьями, рецептами, всем, чем хочешь, они тебя дожмут по этому имейлу. И их цель — это имейл. Ниша доставка еды, город Манчестер. Есть вторая компания. Ниша доставка еды, город Манчестер. У них нету даже поля, где ввести имейл, у них сразу заказ. Оформи заказ, получи свою еду, первый заказ. И у них цель — это полностью оформленный, оплаченный заказ. Видите, 2 компании в одном городе, в одной нише, абсолютно разные цели. Потому что бизнес там построен так, там так. Соответственно, как у вас построен бизнес, такая у вас и цель.
Йосиф, платформа для перевезень. Структура схожа на Booking.com. Клієнт бачить водіїв і робить заказ онлайн. Який тип Google реклами краще використовувати для пошуку і реєстрації нових водіїв? Цікаво. Прям дуже цікаво. Нових водіїв. Дивіться, у мене є учень. І він десь, ну, в чаті, отам, де 1200 плюс людей, він 100% є. Зараз скажу, як його звати. Алібек, він з Казахстану, з Алмати. У нього платформа для перевезень схожа на Booking.com. Тобто людина заходить, йому треба там машину перевезти з Алмати або там груз якийсь з Алмати в Астану. Він вибирає, що куди, букає водія, йому видає контакти водія. Просто може вам цікаво, у нього успішно працює пошукова реклама, але він не має проблеми в водіях. Для клієнтів запити виду: автовоз Алмати Астана, перевозки Астана Алмати. Тобто такі от пошукові запити. А от ви питаєте, як водіїв? Ну, давайте виходити з того, що ви хто ці водії і що ви їм пропонуєте. Ну, якщо я так розумію, водій це людина, яка у вас, ну, типа, має якийсь там ван чи мікроавтобус, тобто у нього є якийсь комерційний транспорт. І я так здогадуюсь, що якщо у людини є комерційний транспорт, то вона вже десь або як self-employed працевлаштована, або десь працює. І навряд чи ця людина буде прямо активно. Тобто, мені здається, але я можу бути неправий, що водії, які мають комерційний транспорт, вони не сидять в Гуглі і не шукають, де підробити. Тому я б робив через відеорекламу. Я би почав, мабуть, створив би ролик, типу. Ти маєш, ти проживаєш в Великобританії, ну, дивлячись на якого. Якщо на іммігрантів, то ти проживаєш в Великобританії і маєш власний комерційний транспорт. Якщо на британців, то просто ти маєш власний комерційний транспорт, і у тебе є декілька годин на день, щоб підробити, або ти маєш власний комерційний транспорт і їздиш полупустим там з Бірмінгема до Едінбурга. Ми можемо заповнити тебе і дати додатковий підробіток, якось так. І таргетуватися в Ютубі, в Google Ads є аудиторія інтересів за замовчуванням, комерційний транспорт, власники комерційного транспорту, професійного транспорту. І я б так, мабуть, шукав. Але перевірте, чи можливо вони шукають. Ну, у вас є урок в курсі, як перевіряти пошукові запити в планувальнику ключових слів. Заходите, дивитесь, чи шукають люди там, не знаю, підробітка для водія. Тобто, ну, я б йшов із наміру. Який намір переслідує людина? Заробити, я так думаю, дозаробити. Що йому заважає дозаробити зараз? Він не знає, куди їхати, як наповнитись. Ви вирішуєте цю проблему, ви вирішуєте. Далі, як ця людина може шукати? Ну, тобто, зрозуміло, ідіть від проблеми, яка у людини. Але мені здається, відеореклама може гарна саме для водіїв. Або тематичні чати. От я згадав, Алібек казав, в Казахстані тематичні чати. Він знайшов там десяток чатів водіїв, де там по 100 водіїв в чаті. Домовився ну, то він каже: я спочатку так рекламу пульнув, її удалили, домовився з адміном, пульнув рекламу, і там всі водії до нього пішли. Так. Я сейчас в одном проекте работаю с бывшим сотрудником Google. Она рекомендует ставить цель покупка для e-commerce или лиды для услуг. Без цели она не рекомендует сейчас. Игорь, что скажете? Сейчас. Гуглю. Количество сотрудников Google. У Гугла 140 тысяч сотрудников. 140 тысяч сотрудников. Из них непосредственно команда, которая берет участие в разработке искусственного интеллекта, 40 человек,
Плюс, если взять еще ПМов, тестировщиков, ну, 1000 человек будет. То есть один из 140 сотрудников "Гугла" непосредственно имеет, прямое отношение к алгоритму и знает четко, может давать, советы. А, Сразу говорю еще один большой нюанс. Если сотрудник "Гугла", даже бывший, дает советы касательно "Гугла", то этот сотрудник не подписывал NDA по этой теме. То есть я встречал и встречаю и бывших, и нынешних сотрудников "Гугла", которые могут четко дать ответ на этот вопрос. То есть это люди, которые принимали непосредственное участие в разработке алгоритмов. И если я им задам вопрос: "Ребята, а что вы рекомендуете?" Или даже не так я сформулирую: "А цель влияет на алгоритм?" Без цели ставите. Знаете, что они мне скажут? Они мне скажут: "Игорь, я подписывал NDA. Спроси что угодно другое. Спроси меня про Google Cloud, в котором я не принимал участие. Спроси меня о чем хочешь спроси, но, ответ на этот вопрос я тебе не дам". Поэтому если бывший сотрудник "Гугла" делится этой информацией, дает рекомендации, значит, она не подписывала по этому направлению NDA, значит, она не знает, как оно работает. Вот. А, но как я всегда говорю, не верьте никому. Ни мне, ни ей, ни себе. Возьмите, протестируйте, создайте 2 компании. Одна без цели, одна с целью там лиды или покупки. И посмотрите. Так, какую бывшая сотрудница Google говорит, что искусственный интеллект быстрее обучается. Ну, супер, проверьте, пожалуйста. Какую стратегию лучше выбрать для сайта и юридических услуг? Стоит ли переходить на стратегию максимум конверсии? Если да, то в какой момент? Для сайта и юридических услуг, опять же, от страны зависит, но обычно на ручных настройках. На ручных. Почему? Потому что обычно в юридической сфере дико дорогие клики, дичайше дорогие клики. Особенно если там Америка, особенно если Нью-Йорк, штат, $70 за клик, $120 за клик. Обычно в юридических услугах целевая цена извините, ошибся. Обычно в юридических услугах назначение цены за клик вручную, и очень большое внимание к ключевым словам, они обычно в точном соответствии. Вот. А, Стоит ли переходить на стратегию максимум конверсии? Если вы начнете получать десятки конверсий в день и будете понимать, что в стране, где вы работаете, юридические услуги это исключение, у вас недорогие клики и у вас конверсии сыпятся просто вот так вот массой, то можете максимум конверсии, то можете выбирать эту стратегию. Но обычно юридическая сфера это очень дорого. И там вручную все. Игорь, можно использовать на старте брендовую кампанию на поиск для более быстрого обучения алгоритма Google, чтобы набрать целевые конверсии за 30 дней? Дальше максимум конверсии. Можно, можно. В одной компании только. Можно, можно. Да, нормально. Да, конверсии или максимум клики, заявки на сайты. Руслан пишет. Да, конверсии или максимум клики, заявки на сайте. Если у вас достаточно, если вам нужны заявки на сайте, и у вас пока их нету, и вы не знаете ни по какой цене, ни вообще будут ли они, начните с ручных, в курсе я же рассказываю об этом, начните с ручных ставок. Если у вас уже регулярно идут много конверсий, переходите на целевую цену. То есть, смотрите, я не могу сказать, что вот если вот ты вот такой у тебя бизнес, только такая стратегия. Нет. Разные этапы зрелости бизнеса. Для малого начни с ручной. Чуть подрастет, можно на автоматическую перейти. Когда там уже большой бизнес со сквозной аналитикой, со всем отслеживанием, то можно и на целевая рентабельность инвестиций переходить, и там тысячи конверсий в день от размера бизнеса. Так, люди любят покупать у людей. Запускайте видео, особенно в инфобизе. Конечно, люди у людей. Доброго вечора. Який тип реклами краще на односторінкові сайти? Будь-який. На односторінкові сайти краще пошукова реклама, Performance Max, дисплей, Demand Gen, видеореклама. Как в YouTube посмотреть статистику, какие аудитории наиболее заинтересованы в моем оффере?
В Google Ads в разделе аудитории нет этих данных. Смотрите, эти данные появятся тогда, когда люди уже у вас будут что-то покупать, совершать конверсии. У вас в разделе Audience Insight информация об аудиториях, она как-то так называется, в разделе аудитории, появится эта информация, какие наиболее заинтересованы. Но это, эта информация дается вам на основании обработки вашей статистики. Вы не можете чужую статистику посмотреть. У вас, когда наберется данные, Google вам покажет. А почему такая странная политика у них? Подписывают НДА и в итоге не могут подсказать. Ну, задайте юристам Гугла вопрос. Я не юрист Гугла. Реєстрація у нас безкоштовна на платформі для водіїв. Потім беремо відсоток від кожного бронювання. Спочатку треба достатньо водіїв, щоб після запустити Google. Тому я подумав, може запустити для пошуку. Ну, для пошуку, якщо вони реально і шукають підробітку якусь. Це перевезення квартир, домів на дальнобій. Дякую за пораду, будь ласка. Спасибо за ответ, будем внедрять. Пожалуйста. Так, отлично. Пообщались, друзья. Все, там вопросов уже нету, тут вопросов уже нету. Поэтому увидимся с вами на следующем вебинаре «Вопрос-ответ» и продолжим наше общение. Всем пока.